Друзья, всем привет из солнечной Ялты. У нас сегодня 25 градусов, 8 утра. Что будет дальше, я не знаю. Прекрасная погода, конечно. Так, какой у нас тут вот это, по-моему, водичка газированную хочу. Надо было в холодильник поставить, не поставила. Стаканчики такие красивые. Боже, мне тут все так нравится. Мне тут все так нравится. Кстати, вода Байкал. Я такую еще не пила никогда, водичку. Мы вчера в ресторане такую тоже пили. Объелись вчера, представляете, забрали с собой креветки и пирожки. Не доели уже, боже мой, вообще. Мы вечно приходим, понимаете, нам кажется, что мало, надо еще заказать. Надо заказать салат, горячее, еще какую-то закуску. Но по итогу получается, после того, как ты съел салат, тебе уже ничего не лезет. Ну, еще если разбавить это свинцом. Мы вчера выпили на двоих бутылочку сухого вина, поэтому нормально так проснулась я сегодня, классно. Кстати, надо кофе себе сделать. Надо поставить кофе. Кофе еще не пила. Слушайте, мне так понравилась вот эта вот Неспрессо. Вкусный с нее кофе. Я почитала отзывы, многие говорят, да, химия какая-то. Но видите, нужно покупать вот такие вот постоянно вот штучки там внутри кофе. Как бы постоянно надо их заказывать. Ну, 50 рублей я посмотрела, стоит такая на Marketplace. Это, получается, порция кофе у тебя будет. Ну, не знаю, очень удобно. Так вот вставляешь. Так раз. Сейчас я ее... Чик. Я уже научилась уже. Все. Так, сейчас она, наверное, нагреется и потечет мой кофе, да? Так. Должно... Или надо нажать сразу? Сейчас, в общем, посмотрим. О, начало шипеть. Погода шикарная. У нас с 11 до 12 завтрак. Мы же хотим успеть на завтрак. И на набережную хочется сейчас побежать, и везде. Выбрали завтрак. Завтрак Сашка будет. Завтрак Крейга себе выбрал. О, сейчас. Сейчас мне кофе наберется. В общем, Сашка говорит, мы сюда приехали объедаться. Я говорю, да. Он говорит, слушай, ты же все худеешь, худеешь, худеешь. Я говорю, я худею дома. Но когда я нахожусь, извините, в пятизвездочном отеле, в самом лучшем ресторане Крыма, что я буду худеть? Нет? Ничего, сбросим дома, да? А сейчас надо все попробовать, все поесть. Так, еще, наверное, я водички добавлю. Мне понравилась вот эта штука Неспрессо. Слушайте, девчонки, так классно ездить, какие-то отельчики, столько каких-то идей для себя вот смотришь. Вот мы, например, тоже, мы сейчас в строительстве дома, да, в процессе находимся. Я уже Саше говорю, смотри, какая здесь дверца, я не знаю, вам видно будет. Тут стиралка стоит, стиральная машина, и как бы такое, раз, видите, такое раздвижное. И из такого металла оно сделано, как, вот у нас дома шкаф-купе, и вот шкаф-купе вот таким металлом отделан, знаете, двери в шкафе-купе. Вот точно с такого сделана такая дверца раздвижная. Я уверена, что это делалась она на заказ, поэтому я говорю, смотри, можно тоже вот какие-то такие перегородочки какие-то вот в квартирах, в домах. Может, у кого-то старый дом, да, кто-то перестраивает, и какой-нибудь там прилепочек есть там какой-то вот, туда все для хозтоваров там сложить. Или на балконе вот тоже такую дверку можно сделать. Я же говорю, как в какой-то отельчик приезжаешь или в какое-то новое место, все время какие-то идеи для себя берешь. Вот как-то смотришь, как люди делают. Тут же дизайнеры работают, да? Смотришь как-то так, как они отделывают там обои. Вот одна стена такого цвета, другая вот такого, как они пространство перегораживают. И все это ты смотришь и набираешься опыта по итогу. В общем, сейчас пойдем на завтрак. Я же вам хочу рассказать про завтрак. Завтрак стоит 1500. В следующем ролике вам покажу завтрак. Ну, я думаю, я вам сниму завтрак. Вот, я считаю, что если учесть, что туда входит еще шампанское, там, кофе, ну, кто не пьет с утра, например, там, может выпить чай, йогурт, то есть это нормальная цена, если учесть, что это практически мишленовский ресторан, друзья мои, ну, это ресторан уровня, понимаете, это не кафе на набережной, это действительно ресторан, поэтому я считаю, что цены доступные. Так, кофеек мой кофеек. Сейчас покажу пирожки вчера, это забрали пирожочки. Нам все сложили, видите, пирожочки вот так сложили, можно разогреть сейчас. И креветки я не доела вчера. Креветки не доела. 12 креветок. Блин, так креветку хочется съесть, но я не буду. С утра я не хочу.
аппетит. А так бы сейчас это съела, конечно. Так, сливочки в кофе добавлю. Я со сливками пью. Я же вам хотела про минеральную воду сказать. Я смотрела выступление. Пирожки, наверное, не буду убирать. Сашка сейчас может съесть. А что мы будем сейчас перебивать аппетит, а? Вообще-то сейчас утро, до 12 еще сколько времени. Так холодный. Разогреть его. Не, я на них так оставлю. Они сами разогреются, да? Вкусно. Боже, все белоснежно. Полотенце белоснежное, халаты белоснежные. Боже, спасибо тебе, Господи, что в этой жизни ты мне позволяешь просыпаться в таких отелях, посещать их. Боже, надо всегда жить в энергии благодарности, благодарить за все. За все Вселенную благодарите, она вам будет давать больше, больше, больше. Еще тоже, я вот смотрю, как бы, ну вот, есть люди такого склада. Я раньше тоже такая была. Я все время, мне надо было сэкономить. А потом, когда мы с Сашей начали жить, Саша мне начал говорить: Маша, ты должна учиться не экономить, а больше зарабатывать. И он, когда мне сказал эту фразу, он так ее как-то сказал, я такая: мы сильно много тратим, нам надо экономить. И он как-то, не то, что он как-то мне хотел научить, а он ее сказал в таком моменте, ну вот просто вот между слов. Он говорит: да что ты это самое, не парься, не экономь, учись больше зарабатывать, и тебе не придется экономить. И понимаете, а у меня вот эта фраза, я не знаю, это... Может, лет 10 назад он сказал мне эту фразу. И вот она, я живу с ней, понимаете? Я с ней стала жить с этой фразой в голове. Я думаю, да действительно, почему у меня вот это вот... Кто мне это убеждение положил в голову, что я должна все время экономить? Кто? Я так люблю вот так вот отдыхать, мне так нравится вообще. Я люблю себе что-то покупать хорошее, отдыхать. Я не понимаю, почему я должна экономить. Вообще, человек рожден, чтобы получать счастье, удовольствие в этой жизни. Понимаете? А нас приучили, что мы должны экономить, экономить, экономить. Надо, значит, кому-то отдать, если ты не имеешь права на себя все потратить. Ты должен делиться. Ну, это вот, мне кажется, это наше убеждение. Все-таки память поколений никуда, девочки, не деть. Ну, согласитесь, ну никуда ты не денешь. Если наши родители, бабушки, дедушки после войны так жили, поднимали страну, а мы, потомки, как бы ихние, конечно, мы живем с этими убеждениями, как они нас учили, да, если мы как-то жили вот в семье, все как жили, ну, все жили, в принципе, одинаково, 90-ми пережили, все пытались сэкономить что-то, я ж помню, и вот это вот убеждение, вроде бы уже ты живешь вообще в другом мире, а убеждение, оно тебя догоняет постоянно, ты не даешь себе свободы хотеть, а хотеть надо. Потому что когда ты не хочешь, Вселенная думает, что тебе достаточно. Вот и все. Кстати, вот я сейчас сижу и думаю, ой, как хорошо в таких отельчиках пить кофе, сидеть вот так. Вот бы так почаще. Ну, можно, в принципе, почаще. Я уже поняла, что у меня будут такие дни, такие отдыхи ровно столько, сколько я их захочу. Если я не захочу, у меня их не будет. Если я их захочу, надо просто хотеть. Хотеть, ставить цель и все. Надо, кстати, цель себе поставить почаще отдыхать. Кстати, вот в прошлый раз мы были в этом отеле, да, жили с нами рядом ребята, потом мы с ними встретились на завтраке. Они айтишники, молодые, 2 пары, вообще молодежь, там, не знаю, лет по 25. Я так посмотрела, думаю, малолетки по 25 лет могут себе позволить просто потусоваться в отеле, покушать в ресторане. Ну, я так поняла, что они айтишники, потому что они пришли на завтрак с ноутбуками и общались они на своем языке. Ну, вы знаете, у них свой язык по программированию, я смотрю, пацаны общаются, я так и поняла, что они программисты какие-то. Поэтому сейчас, видите, какой мир. Сейчас ты можешь уже не циклиться ни на чем, ты можешь просто работать даже онлайн. У меня знакомые переехали в Черноморск, парень и девушка, они говорят: Маша, мы так рады, что увидели твой канал, мы переехали в Черноморск, мы всегда мечтали жить в Крыму, они сами с Урала. Вот, и она говорит: мы занимаемся отгрузками, работаем по интернету, и я, и муж. А муж еще, говорит, программированием занимается, делает сайты на заказ, поэтому им не нужно, они не привязаны, понимаете, к одному городу, к Екатеринбургу. А другой человек, например, он не понимает, как ему так жить, потому что он всю жизнь, значит, работал на предприятии на каком-то, и у него была конечная цель, это его пенсия.
Вот многие, я вот со многими своими друзьями разговариваю, они работают в каких-то структурах государственных. И, значит, вот в каждом разговоре, а пенсия? Вот они даже мы разговариваем, например, о доходах, там то, сё, да, какая там зарплата, у кого что подняли, и значит, ой, да мне уже скоро до пенсии, я доработаю до пенсии. Такое ощущение, что человек вот идет, у него есть какая-то конечная точка счастья, это пенсия. Я вот понять не могу. Вот это как надо зомбироваться в голове, чтобы вот у тебя самая лучшая точка была, это пенсия. У тебя самое лучшее это сегодня, жизнь. Ты не проживаешь эту жизнь, получается, ты живешь будущим, пенсией. И вот это очень часто у нас, я вот сама слышу, а пенсия, моя мама постоянно меня спрашивает, дети мои, а у вас есть трудовые книжки? Я говорю, мама, я всю жизнь предприниматель. Какая у меня трудовая книжка? Конечно, нет. Маша, так ты же пенсию не будешь получать. Я говорю, мам, такая пенсия, как у тебя, 12 тысяч, мне вообще не надо. Я вам еще хочу сказать, когда мы с вами посещаем такие классные заведения какие-то, когда мы останавливаемся в таких хороших отелях, понимаете, где все белоснежное, белоснежный халатик. Смотрите, какое белоснежное полотенечко. Вот оно просто белоснежное. Я так его беру. Мне надо было руки вытереть. Я смотрю на него и думаю, блин, оно такое белое, я сейчас вытру руки. Фрукты резала, думаю, вдруг на нем какие-то пятна останутся. И потом такая, Маша, стопе. Это для этого и есть. Постирают, выпарят для следующих клиентов. И опять будет такое белоснежное. Это полотенце для рук. Чтобы ты вытирала руки. Понимаете, я себя ловлю на мысли, что мне жалко вытирать руки об это белое полотенце. Потом думаю, слушай, это для тебя все. Где самоценность? Вот, чтобы вытереть руки об вот это белоснежное полотенце. Но мы же с вами, понимаете, привыкли дома. Ой, надо одноразовое полотенечко взять, ой, надо там сначала вытереть грязное одноразовым полотенечком, чтобы не вымазать, да, там полотенце, которое у тебя висит, чтобы оно подольше чистеньким осталось. Ну, вот так вот. Тем самым, когда мы проживаем вот в таких отелях, останавливаемся, кушаем вкусную еду в хороших ресторанах, понимаете, позволяем себе немножко больше, чем мы в обычной жизни себе позволяем. Как мне тоже одна девочка говорит, я не хочу даже расстраиваться. Ну, я говорю, а вы не хотите поехать куда-то отдохнуть? У нас сейчас, кстати, осенью очень много скидок идет на отели для местных жителей, для крымчан. Ну, не знаю, мне ВКонтакте постоянно реклама приходит. Вот именно вот сентябрь-октябрь сейчас, пока еще погодка стоит, многие отели делают для крымчан скидки. Вот постоянно какие-то акции, вот мне ВКонтакте приходят, и я вот недавно на работе сижу, и как раз читаю, ой, в этом отеле скидочка, в этом отеле скидочка, думаю, надо пользоваться возможностью, поехать побалдеть, пока еще тепло стоит, теплыми, он 27 градусов, да, пожалуйста, и пока есть возможность для крымчан скидки. Вот в конце сезона всегда так. И девочка со мной рядом, я говорю, поедь, смотри, возьми малую и съезди вдвоем, отдохни. Она говорит, ой, да не хочу даже расстраиваться. Я говорю, посмотришь, ты была когда-то в 5-звездочном отеле? Она такая говорит, никогда не была. Я говорю, так поедь, но у тебя же есть сейчас возможность. И как раз разговаривали, что у нее приток идет хорошей суммы денег, там ей алименты за несколько лет перечислил муж. Я говорю, вот поедь 2 дня, выдели на себя и на малую. Съезди, кайфани, отдохни. Ты всю жизнь дом, работа, дом, работа. Она говорит мне, да ну не хочу даже расстраиваться, смотреть, как люди живут. Я говорю, вот выражение, понимаете, человек мне произносит, я не хочу даже расстраиваться, смотреть. То есть человек себе не дает возможности, она считает, что вот она недостойна. Я говорю, вот почему ты считаешь, что ты недостойна? Но это же так и делается для нас, для людей. Понятное дело, что мы не живем так каждый день. Почему и называется отель, да, там, почему люди хотят туда поехать, почему это как бы ограниченное время, и это как праздник в жизни, как отдых. Но день рождения же тоже не бывает каждый день в году. У нас есть обычная жизнь, наше там жилье, наши квартиры, каждый день быт, там что-то приготовить, покушать. Для этого мы и едем, вот, на 2-3 дня, на неделю, у кого как возможность позволяет, поехать вот чуть-чуть отдохнуть, чтобы это для тебя был праздник жизни. Это не значит, что ты вот, если не живешь так каждый день, значит, ты не можешь так отдыхать. Для этого и созданы эти отели, понимаете? Если бы они были такого уровня, как мы жили, нам бы не интересно было сюда ездить. Нас бы ничего не вдохновляло, не удивляло, не радовало. Понятное дело, что я не хожу в таком белоснежном халате дома каждый день, да? У меня нет таких белоснежных полотенец на кухне. Но поэтому я и хочу сюда приехать, позволить себе это. Чтобы приехать, все убрано, туалеты помыты, ванны белоснежные, все шикарное. Понимаете, вот такой потрясающий вид на балконе у меня, на кипарисы.
Понятное дело, что если бы я это уже как бы присытилась, мне бы это было неинтересно. Это не вызывало бы уже у меня таких эмоций, понимаете? Вот этот утренний кофе в белом халате, в таком шикарном отеле, знание, что я пойду сейчас в ресторан. Вот это и нужно проживать, и нужно себе делать хотя бы 2-3 дня в год, ну, таких праздников. И еще, девчонки, я вам что скажу. Вот тем самым, что вы будете посещать такие места, ходить в какие-то хорошие рестораны. Но неужели нельзя раз в год поехать на свой день рождения вот в такой потрясающий ресторан «Доктор Виски» и просто один раз в год себе позволить покушать, чтобы тебя обслуживали официанты, вот эту самоценность, что ты такой нужный, что ты такой важный, понимаешь, что для тебя лично готовит шеф-повар. Ну где для вас лично шеф-повар будет готовить? Я не знаю. Девочки, тем самым вы прокачиваете свою денежную емкость. Потому что, когда вы говорите всегда, мне хватит, я не хочу даже это прикасаться к этому, вы как бы делаете от себя такую отсечку, понимаете? Вселенная понимает, вам это не надо, вам достаточно. Есть люди, которые даже не умеют мечтать. Вот у меня еще есть такая черта, я умею мечтать. Я в детстве так мечтала, и все, о чем я мечтала, вот все, о чем я мечтала, я себе намечтала, понимаете? Вот все. Семью, которую я хотела, и вот именно о такой семье мечтала, о таком муже, понимаете, о таком ребенке. Вот все, что я хотела, как я себе эту жизнь представляла, мечтала. Мечтайте. Когда вы мечтаете, мозг, он так создан, он не понимает, где мечты, а где реальность. Вы просто расширяете свою емкость для жизни, и денежную в том числе. Если вы будете мечтать, например, я хочу поехать вот в этот ресторан, вот я хочу отметить здесь день рождения, и вы получите это, потому что вы уже Вселенной даете, просите у нее, а она вам дает. Вселенная, она, пожалуйста, просите, и вы получите, вы же знаете. Вы же это знаете. Не ставьте блоки, понимаете? Вы сначала разрешите себе хотя бы помечтать. Некоторые даже мечтать боятся. Ну как это так? Я не знаю. Я считаю, что мы, девочки, вообще должны мечтать. Я не знаю, как мальчишки, но я знаю, что все мои подружки, девчонки, у меня все мечтатели. Мы раньше даже, знаете, свои мечты друг другу рассказывали. Это так классно. Вот у меня была подружка. И мы с ней садились, и я мечтала что-то, вот вообще мечтала какие-то сумасшедшие мечты. Я ей рассказывала, она мне. И когда я ей рассказывала свои мечты, такое ощущение было, что я их проживала, ну, как будто у меня это уже есть, все, я уже это прожила. И сейчас только я поняла, что, оказывается, это медитации. Это сейчас появились медитации, в детстве мы об этом вообще не знали. Представляете, мы это делали на уровне подсознания. Это сейчас я уже узнала, что это мантры, что это медитация. Вот даже песни, которые вы поете и слушаете в машине, вот я вам точно гарантию даю, если вы будете слушать постоянно песни, какие-то классные, счастливые, с позитивом, у вас и день будет так проходить. Если только с утра вы будете включать песню, где я одинока, меня все бросили, вот эти вот плаксивые там или какие-то негативную вот эту музыку, знаете, там, ну, есть такая разная музыка, все, у вас и день так будет проходить, потому что то, что вы слушаете, то, что вы транслируете в мир вам отражает то же самое. Мир — это зеркало, вот и все. Поэтому, друзья мои, мечтайте, позволяйте себе, прокачивайте свою денежную емкость, прокачивайте свою женственность, позволяйте себе больше, чуть-чуть больше, чем вы даже можете себе позволить. Мечтайте больше всегда, просите больше, понимаете? А потом посмотрите, что-то как-то получится, Вселенная вам все подарит и все даст, все у вас получится. Но для начала нужно хотя бы научиться этого хотеть, потому что сначала идет мысль, потом действие, понимаете? Мысль, вот задумайтесь, сначала идет мысль, вот мы подумали, так, надо что-то приготовить на ужин. Вы же не сразу подбегаете готовить, вы сначала думаете, что я приготовлю сегодня на ужин, и потом у вас раз этот ужин на столе. В жизни все точно так же. Вы только подумали сначала, так, я хочу отдыхать, все, я хочу отдыхать, и вы начинаете думать, так, куда бы я хотела поехать, все. То есть с мысли начинается все, что у вас будет, мысли. Поэтому мечтайте, все в вашей голове, все, что вы себе намечтаете, все исполнится. Все, пойдемте гулять на набережную, прогуляемся, пробежимся, потому что я тут прям на улице Пушкина, мне вот так пройти, сразу набережная, хочу подойти к набережной, 4 месяца не была. Пойду к набережной, и потом мы идем ужинать, говорю. Ужинать сегодня тоже, наверное, пойдем, может, не знаю. Но завтракать точно, идем завтракать. Саша выбрал себе завтрак Крейга, а я английский завтрак. Вот такой. У нас прям в отеле. Ну, ресторан прямо возле нас. Вот у нас как бы 2 здания рядом.
нам спуститься, и мы в ресторане. Саша будет сегодня кушать злаковый хлеб, картошечку фри, глазунью из 2 яиц, бекон жареный, колбаска из баранины, колбаска из курицы, фасоль, томаты и шампиньоны. И это все один завтрак. Вы можете себе представить, там такая тарелка, там все что хочешь. Вот, а у меня будет английский завтрак. Йоркширский пудинг у меня, потом у меня фасоль, томаты, помидорчик, картофельное пюре, бекончик жареный, шампиньончики гриль, английский бифштекс с яйцом пашот. Вы представляете? Все, что я перечислила, и потом еще английский бифштекс. В общем, вот такой там будет у нас завтрак. И плюс я, конечно, буду пить шампанское. Вот, и я считаю, что цена очень доступная. Все, друзья мои, люблю вас, целую. Пока. Побежала я на набережную. Смотрите следующий ролик. Будем гулять с вами по набережной.